Почему у моряков были брюки клеш? Не для красоты, а чтобы выжить. Брюки клеш – символ хиппи, диско и Битлз. Верно? Но до модных подиумов они прошли путь через борт корабля. Брюки клеш появились на флоте. Еще во времена парусного флота моряки носили брюки особого покроя. Брюки расширялись к низу, начиная от бедра. Такая форма называлась клеш, что с французского обозначало колокол, труба, а по-русски так и звучало клеш. У морских брюк раньше была застежка, лацбанд. Спереди брюк имелся откидной клапан, и вместе с широкими штанинами такая модель брюк давала возможность моряку, упавшему в воду, быстро освободиться от одежды и всплыть. Известны две романтические версии появления клапанов на матросских брюках. Первая. Царь Петр, проходя по набережной, увидел матроса, занимающегося любовью с женщиной в кустах и мелькавшего своей голой кормой на виду у прохожих, после чего издал указ. Матросы отродье хамское, но девки их любят и впредь, дабы они не позорили флот российский, штаны им шить указанного покроя, передняя часть чтобы откидывалась, задняя прикрывала зад. Вторая версия не менее интересная. Екатерина Великая решила посетить остров Котлев, Кронштадт. На весельной шлюпке с гребцами при переходе у матроса, сидящего на веслах напротив императрицы, из ширинки вывалилось его хозяйство, который царица наблюдала, пока шлюпка не причалила в Кронштадте, после чего и был издан указ, запрещающий пошив матросских брюк с ширинкой. Но на самом деле все было гораздо прозаичней. Рассмотрим же вопрос со всех сторон. Лацбанд – это особая форма покроя передка матросских брюк, когда вместо переднего разреза с пуговицами есть клапан, который застегивается по бокам у карманов. Спереди брюк имелся откидной клапан, и вместе с широкими штанинами такая модель брюк давала возможность моряку, упавшему в воду, быстро освободиться от одежды и всплыть. Когда две боковые застежки расстегивались, то стоило быстренько поболтать ногами в воде, и за счет широких клешей брюки сами соскальзывали, не задевая ботинок. Наличие спереди откидного клапана позволяло свободно перемещаться по реям и узким проходам, не рискуя зацепиться за что-либо. Широкий свободный покрой матросских брюк продиктован практическими соображениями. В море бывает дорога каждая секунда. Надо иметь такую форму, которую можно надеть практически мгновенно. На самом деле лацбанд когда-то был вполне массовым элементом одежды. И не только у моряков. Если у вас есть фрак и фрачный комплект, то у вас тоже нет ширинки или гульфика на брюках. Странное родство: матрос и его штаны, аристократ и его штаны. В эпоху парусного флота матросы чаще ходили босые, а деревянные палубы то и дело мыли. Чтобы не замочить брюк, матросы подворачивали их до колен, а это можно было сделать только при достаточной их ширине. Очень важно, что широкие брюки легко снять в воде при падении за борт. Так или иначе, но современное стремление заузить их противоречит настоящим морским традициям. Носили ли все моряки брюки клеш? Нет, не все. Брюки с клешем стали частью формы в основном моряков военно-морских флотов, особенно британского и американского, начиная с 19 века. Офицеры и другие военнослужащие могли носить другую форму. В гражданском морском флоте стандарты одежды также могли отличаться. Когда и где появился клеш у моряков? В Британии клеш появился в униформе еще в начале 19 века, но официально стал частью формы в середине 1800-х годов. В США военно-морской флот утвердил клеш в форме около 1817 года, хотя широкое распространение он получил позже. Раньше ботинки были снабжены не шнурками, а резиновыми вставками. Выходя на берег, моряки частенько вшивали в концы брючин кусочки свинца. Колыхаясь на ветру, те создавали образ штормовой клеш. Но таких модников начальство наказывало за порчу форм. Удобство пошива. Такие штаны было проще шить в больших количествах из прямых кусков ткани. А клеш внизу делали движение удобней в условиях палубной работы.
Постепенно клёш стал частью морской традиции и внешнего облика. К началу XIX века он стал не только практичным элементом, но и отличительным знаком морской службы. Но со временем необходимость в клёше отпала. В русском дореволюционном флоте матросские и офицерские брюки из черной шерсти или сукна были прямого покроя, умеренной ширины, без малейшего намека на клёш. С 1909 по 1910 год в силу моды, возникшей в гражданской мужской одежде, морские офицеры, главным образом молодежь, стали носить брюки клёш. Их примеру последовали, правда, лишь вне училищ и воспитанники морского корпуса. Матросам перешивать казенные брюки и носить брюки клёш категорически запрещалось. Тем с большей силой в первых месяцах февральской революции началась массовая перешивка матросских брюк на фасон с раструбом внизу, приобретавшим иногда нелепый карикатурный размер. А что потом? В середине 20 века, особенно после Второй мировой войны, клёш начал исчезать из форменной одежды по практическим соображениям. Его заменили на более универсальные, удобные прямые брюки. В России клёш сначала был под запретом. Матросам, вставлявшим в штанину даже фанеру, делали выговоры. Но уже в 1917-м клёш стал символом свободы на флоте и за его пределами. Позже его полюбили стиляги и хиппи. Клёш перекочевал из портов на дискотеки, с палубы на подиум. Вот как романтично описывалась матросская форма в свое время. Вид у него что надо, черные флотские брюки клёш с матросским клапаном на детородном органе отдает дегтем. Бескозырка на затылке с полуметровыми косичками и золотыми якорями на концах ленточек светится как нимб святого. Широкий ремень с медной якорной бляхой сияет, как начищенный иконостас. Сегодня он снова в моде. Но помните, настоящий морской клёш – это не джинсы до пола, а инженерное решение, благодаря которому тысячи моряков смогли остаться в живых.